Сегодня мы свяжем вот такую чудесную пандочку в виде брошечки. Покажу шаг за шагом, как это сделать. Добавлю все нужные схемки. Давайте начинать. Все части нашей брошки советую вязать с петлей подъема. На канале есть видео, как сделать незаметный переход на новый ряд. Это один из способов. Можете использовать его. Задняя часть. Наш треугольник. Вот так в итоге он будет выглядеть. Вот такой треугольничек. Обратите внимание на схему. Когда задний треугольничек готов, нам нужно сделать деталь из пластика. Для уплотнения задней стороны вот такая у меня получилась. Видите, здесь два отверстия. Их мы будем использовать, чтобы прикрепить булавочку. Тоже их наметьте себе. Мне нам понадобится. И насчет булавочки. Вот такая стандартная у меня совершенно обыкновенная булавочка для брошей. Но нам нужно ее немножко подправить. Вот этот второй хвостик, вот этот вот, он нам будет мешать. Он нам здесь не нужен. У нас и так будет вязание, оно немножко вот здесь заполнит. Поэтому этот хвостик здесь только будет мешаться. Нужно его согнуть внутрь. Видите, мы его убрали внутрь. Все, он теперь не будет нам мешать. Булавочка тоже готова. Возьмите ниточку с иголочкой и пришейте булавочку к вот этой нашей пластиковой детали. Прикреплять сильно не нужно. У нас еще вязание будет прикрепляться, так что просто прикрепите, чтобы оно держалось. Теперь нам нужно соединить нашу вязаную часть и нашу пластиковую. Здесь я пометила булавочками, где у нас должны попасть вот эти два хвостика. На схемке я тоже укажу точки, посмотрите. Возможно, у вас попадет куда-то в другое место, а возможно в то же самое. Теперь нам нужно вот эти хвостики два продеть между столбиками вязаной части. Это будет непросто, но вполне возможно. Сейчас я это сделаю, вам покажу. Смотрите, вот так у меня получилось. Дополнительно вот здесь, если вам видно, еще я пришила. Используя те же отверстия, дополнительно прикрепила. И теперь держится уже очень-очень хорошо. Так что вот, задняя часть у нас уже готова. Передняя часть. Это обыкновенный круг. Вязала по 6 прибавок в каждом ряду до 42 столбиков без накидов. Расширяла. А потом провязала еще 3 ряда по 42 столбика без накида в каждом. Получилась вот такая деталька. Она выглядит кругленькой, но когда мы ее будем соединять с задней, она примет вот такую немножко треугольную форму. Вяжем мордочку. Сначала вяжем белую часть. Прикладываю вам схемку. Я здесь ниточкой пометила, где у меня была петля подъема. Нам она пригодится, чтобы ориентироваться. Теперь нам нужно связать черные части возле глаз. Также приложу схему, чтобы вы видели, где мы будем начинать, где будем заканчивать. И сейчас покажу на примере. Вязать мы будем за задние полупетли. Оставьте приличный хвостик, он нам понадобится. Вытаскиваем первую петельку. В следующую петлю провязываем столбик без накида. В следующую петлю провязываем полустолбик с накидом и столбик с накидом. В следующую петлю провязываем столбик с накидом, еще один и еще один. 3 столбика с накидом и полустолбик с 2 накидами. Вот одна часть уже и готова. Теперь будем вязать вторую часть. Делаем 3 накида на крючок. Теперь берем нашу мордочку, пропускаем 3 петельки. За 4-ю заднюю полупетлю начинаем наше вязание. Провязываем полустолбик с 2 накидами.
Теперь нужно петельку протащить через все 3 петли. Вот так. Немножко неудобно, но сделайте. Теперь вяжем 3 столбика с накидом. Провязали. Теперь в следующую петлю столбик с накидом, полустолбик с накидом. В следующую петлю столбик без накида. Так, все, вытаскиваем хвостик. И еще в следующую заднюю полупетельку вот эту нашу нить вытащите внутрь. Вот так. Все, обе наши части возле мордочки готовы. Теперь нам нужно вышить носик. Вот здесь, где у нас овал нашего первого ряда, вот это и будет основание нашего будущего носика. Наша мордочка готова. Теперь нам нужно еще добавить глазки. Глазки берем безопасные на штырьке. И вот этот штырек нужно вставить вот сюда, в петельку, в которую мы вязали последние столбики наших частей. Вот сюда его нужно вставить. Как раз мы тут вязали за заднюю полупетлю, и отверстие уже так неплохо видно. Как раз будет хорошо протаскивать наш штырек. Вставляем и один глазик, и второй. Вот наша мордочка и наша передняя часть. Мы должны их соединить. Штырьки глаз должны попасть между столбиками вот этих фиолетовых булавочек. Вот в этих местах. Верхние черные ниточки, которые от мордочки, они попадают в зеленые точечки. Нижние вот в эти белые. Понимаете, да? Вот мордочку нужно приложить так, и ниточки, и штыречки протянуть вот в эти точки. Я еще прикладываю схему, на ней лучше видно, где эти точки располагаются. Пометьте их на передней части, приложите мордочку. Сложнее всего будет вставить, конечно же, штыречки между столбиками, но вы постарайтесь. Сейчас я сделаю и покажу вам. Вот я протянула концы ниточек и штырьки наших глазок вовнутрь. Вот так это выглядит изнутри. Со штырьками, конечно же, было очень сложно, но при желании это возможно, так что постарайтесь. Благодаря этим штырькам и ниточкам, которые мы перетянули вовнутрь, мы как раз наметили, где наша мордочка должна располагаться. Теперь мы можем вот эти черные части пришить вот здесь по краю. Очень аккуратненько старайтесь. Также постарайтесь черные части прикрепить еще немножко вот тут, чтобы они не приподнимались. У нас глазки очень хорошо держат, но лучше еще вот здесь вот стежочек проложить возле самой белой мордочки, чтобы они еще плотнее прижимались. И еще совет: не пришивайте толстыми нитками, то есть вот теми хвостиками, которые у вас остались. У меня здесь пряжа слонимская в 3 сложения, то есть ниточки легко разделяются. Я просто отделю одну ниточку и буду ей пришивать. Но если у вас пряжа, которую на ниточки разделить нельзя, то тогда эти хвостики внутри просто закрепите, а пришивайте здесь обыкновенной швейной ниткой черной. Вот я пришила, заодно вышила белки глаз, мордочка уже оживает. Теперь нам осталось пришить белую часть мордочки. Не забудьте пришить и вот здесь сверху, там у нас осталось маленькое отверстие. И вот здесь, конечно же, снизу. Пока будете пришивать, не забудьте добавить немножко наполнителя внутрь. Теперь, когда у нас все пришито, наконец-то мы можем ставить заглушки на глазки. Именно сейчас. Не вставляйте их раньше времени, потому что вам просто-напросто будет неудобно пришивать мордочку. Поэтому вот когда уже все пришито, все сделано, вот тогда переворачиваете и надеваете на наши штырьки заглушки. Узкой частью вниз направляете хорошенько до самого конца. На самом деле глазки
И без этих заглушек держаться будут просто намертво, потому что вы помните, как сложно нам было их вставить. Они никуда не денутся, но заглушки помогут придать дополнительную форму мордочки. Ну и, конечно, будут еще крепче держать. Очаровательный уже получается малыш. Все, заглушки стоят. Можно продолжать дальше оформлять мордочку. Нам осталось совсем чуть-чуть. Теперь вяжем нижнюю губу. Здесь все просто. В кольцо амигуруми провяжите 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми не закрывайте. У вас получится вот такой полукруг с 2 ниточками. Теперь прикладываем губу нашу снизу и вот так пришиваем. Пришейте не только в краевых точках, но и вот здесь по дуге тоже пришейте, чтобы она плотненько, красиво лежала. Нижняя губа готова. Вот я ее аккуратненько пришила и также вышила бровки. Нам осталось пришить ушки. Вот таких 2 ушка должны у нас получиться. Схемку я прикладываю, вяжем поворотными рядами 2 ушка. Пришиваем их к нашей передней части брошки. Посмотрите, где вам больше нравится, чтобы они располагались. И пришивайте вот здесь за заднюю полупетлю. Переднюю полупетлю оставьте свободной. Пришивайте за заднюю. Я прикрепила ушки. Все хвостики черные спрячьте и обрежьте. Оставьте только 2 хвостика, которыми вы ушки пришивали. Они нам еще понадобятся. А все остальные спрячьте и обрежьте. Наша передняя часть полностью готова. Теперь нам нужно соединить переднюю часть и нашу заднюю часть. Первым делом найдите 2 верхние точки на передней части и на задней. Я себе здесь уже пометила. Вот у меня получилось здесь и здесь. Я так приложила. Вроде как неплохо как раз. Вот эти выпирающие уголки сюда попадут и верхние совпадут. Все хорошо. Но начинать обвязывать, а мы будем именно обвязывать, лучше вот с этой точки и вот до сюда. А через вот это отверстие мы уже набьем нашу брошку и тогда закончим обвязывание. Поэтому от этой центральной точки мы считаем, сколько столбиков вот до этой крайней, сразу за ушком. Здесь у меня получилось 8. Вот вместе с вот этой, если считать, то это 8 петелька. Значит, столько же нужно и сзади. Вот 8. Значит, начинать обвязывание мы будем именно в этой точке. Соединять мы будем соединительными столбиками, захватывая наружные полупетли с задней и с передней, и через них протягивать петлю. Когда немножко провязано, уже удобнее показывать. Вот у нас идут петельки наружные с задней стороны и наружные с передней. Вот их мы и захватываем. Вот мы захватили с задней стороны петельку, с передней стороны петельку. Вот у нас 2 захваченные петельки на крючке. И протягиваем петлю через них. Захватываем с задней половинки, захватываем с передней половинки и провязываем соединительный через них. Это, конечно, не очень удобно, но зато будет очень красивый, аккуратный край. Вот я провязала соединительными столбиками. Видите, как красиво получается? Это было непросто, но зато очень аккуратно и красиво. Все, весь низ вот здесь у нас обвязан. Теперь мы набиваем нашу брошку. Не набивайте слишком сильно, чтобы мордочка все-таки не выпирала совсем уж. Просто так мягонько набейте. Теперь осталось нам вот здесь обвязать. Но обратите внимание, ушки мы пришивали за задние полупетельки. Нам не за что ухватиться здесь при обвязывании. Поэтому, когда вы обвязываете вот эти места, вот эти 4 столбика
которые возле ушка, вот эти 4, используйте просто петельку задней стороны. Просто вот здесь по краю 4 соединительных провяжите. То есть пропустите это место. А уже когда дойдете сюда, здесь опять начнете соединять заднюю и переднюю, захватывая наружные петельки с задней и с передней стороны. Дойдете до ушка, опять просто провяжите вот здесь 4 соединительных, а здесь останутся дырочки. Вот эти дырочки мы потом зашьем вот этими оставленными ниточками. И все, вся наша брошка будет соединена в одно целое. Все, наша брошка готова. Вот здесь я довязала, ушки пришила аккуратно. Все готово. Покажу вам поближе, что у нас в итоге получилось. Вот такая аккуратная, милая брошечка. Пробуйте такое создать. Думаю, у вас получится.